Всем привет! Так получилось, что наравне с Galaxy A8s и Huawei Nova 4 у нас есть третий телефон с отличительной чертой. Так вышло то, что Huawei представили View 20 в конце декабря, и это стал последний флагман уходящего года. Сегодня на него посмотрим, и этот флагман получил тот дизайн, который станет трендом в этом году и в следующем. Речь, конечно же, идет о вырезе в экране, только теперь это не челка, к которой, кстати, многие привыкли, и не капля. Это именно вырез, который находится в правом углу. Это не сквозная дырка, к счастью, экран состоит из 18 слоев, 2 из которых только просверлены внизу, так что пальцем вы нащупать ничего не сможете. Выглядит, кстати, неплохо, и Galaxy S10, который покажут в феврале, должен выглядеть примерно вот так. В целом концепция неплохая, понравится многим людям, однозначно выглядит лучше, чем челка, и следующий шаг в дизайне — это убрать нижний выступ. В любом случае телефон безрамочный, несмотря на такие тонкие рамки, сверху не забыли поместить обычный динамик, так в него еще и диод уведомлений встроили. Матрица дисплея IPS, размер 6,4 дюйма, разрешение 2310 на 1080 пикселей, что равняется 398 точкам на дюйм. Дисплей занимает 91,8% передней поверхности. Honor, как принято считать, бренд молодежный. Странно, конечно, но это так. Плюс дешевле они стоят, чем флагманы Huawei, поэтому IPS-матрице удивляться не стоит. А как по мне, стоит радоваться, потому что IPS — это круто. Единственный минус — нельзя встроить сканер отпечатка под стекло, но сканер есть сзади, и он по традиции супер быстрый. На первый взгляд матрица просто отличная, под углами вообще не выцветает, цвета тоже хорошие. Единственное антибликовое покрытие так себе, сами видите, как это происходит. Вырез в экране смотрится на самом деле круто, однозначно лучше, чем челка. Не придраться, сделан до мельчайших деталей, в этом плане никаких проблем. Хороший вопрос, а как будут выглядеть приложения, как они оптимизированы под вырез? Здесь два варианта, либо черная полоска сверху, либо просто оптимизировано, так что дискомфорта с этим никакого не будет. Honor View 20 предлагается в 4 цветах, это черный, синий, красный и голубой. Две последних расцветки сделаны в коллаборации с брендом Moschino, причем они отличаются не только по цвету, но и по железу. Это мы еще обсудим. Естественно, сзади фирменный перелив, в этот раз новый, в виде шпон или елочки, не знаю, как это обозвать. Толщина 8,1 мм, а вес 180 граммов. Что по корпусу? Снизу Type-C с поддержкой USB 3.1 первого поколения, но при этом в комплекте идет провод с USB 2.0, так что если захотите скорости, придется докупать. Один динамик, сверху вход под наушники, что удивительно, но спасибо. Есть ИК-порт даже. Справа качелька громкости и кнопка питания, слева вход под 2 нано-сим-карты, либо microSD гибридный. Плюс не имеет защиты от воды и пыли. По эргономике все неплохо. Смартфон чуть-чуть меньше, легче и тоньше, чем iPhone 10s Max. В руке отлично лежит, ее не режет, так что собран он хорошо, и не знаю, как придраться в этом плане. Что касается выреза, это не единственная фишка устройства. Здесь впервые используется новый флагманский сенсор от Sony IMX586 на 48 мегапикселей светосилой 1.8. Для того, чтобы достичь такого количества пикселей, Sony пришлось уменьшить размер одного пикселя до 0,8 микрона. При этом качество снимков в условиях низкого освещения не должно пострадать благодаря четырехкратному фильтру Байера, при котором каждый пиксель получает данные от 4 соседних. Производитель сенсора сравнивает его светочувствительность с 12-мегапиксельным модулем с размером пикселя 1,6 микрона. Фоточки можете глянуть, такая и такая. Мы сейчас находимся в офисе Huawei, поэтому нет полной возможности протестировать камеру, так что выводы делайте сами из того, что есть. Еще разок. 1, 2, 3. Есть тут и вторая камера 3D TOF для измерения глубины, будет помогать с AR-играми, другой AR-чепухой. Вообще ходят слухи, что следующий iPhone получит подобную камеру, но из того, что можно протестировать сейчас, 3D-панорама. Получается такой 360-градусный снимок, совмещенный с видео. Можно перемещать, смотреть. Если люди двигались, это тоже будет видно. В целом прикольно, но качество так себе. Но и это еще не все. 3D-камера и искусственный интеллект помогают определять 100 видов еды, причем наводите на бургер, он говорит, сколько там калорий, ну, допустим, 800 тысяч, да? Вы не будете его есть, потому что хотите вести здоровый образ жизни, правильно? Да, конечно, нет, кто этим будет пользоваться? Плюс определяет 300 известных достопримечательностей и 10 тысяч известных картин, то есть пришли в Третьяковку, навели на картину, она скажет, что это такое, то есть можно теперь не читать. Тоже пользоваться не будете, да? Согласен. И еще одна бесполезная, но смешная функция, можно сделать человека худым прямо на видео. Как вам такое? По-моему, смешно.
Что касается искусственного интеллекта, об этом нам напоминает надпись сзади. AI Vision помогает определять сцены, соответственно, делать снимки лучше. Но какой бы ни был сенсор, хоть 48 мегапикселей, хоть 148, главное софт. И это, к сожалению, не Google Pixel, даже не близко. И при создании фото с этим AI Vision получается так себе, поэтому всю эту дичь нужно сразу отключать. Что касается видео, 4К умеет писать максимум 30 кадров в секунду, есть супер slow motion 960 кадров в секунду при разрешении 720p, и в принципе все. Фронталка здесь на 25 мегапикселей, снимает обычно, ничего сверхъестественного, качества, не очень. Кстати, Honor View 20 работает на оболочке Magic UI 2, но, к сожалению, это не та Magic UI, которую мы видели на первом Honor Magic, она была крутая, отличалась сильно от того, что есть сейчас. Это, по сути, та же MUI 9.0 с Android Pie, так что, в принципе, ничем не отличается, но стоит заметить одну важную деталь. Перерисовали некоторые иконки, круг сделали нормальным, некоторые элементы в системе, и сейчас хотя бы можно адекватно ей пользоваться, стало чуть-чуть симпатичнее. Но в целом все еще на любителя. По железу также не обошлось без сюрпризов. Здесь стоит флагманский процессор Kirin 980, такой же, как в Mate 20, он, наверное, будет в P30, сделан по 7-нанометровому техпроцессу, один из самых мощных процессоров в мире, так что за игры переживать не стоит, система тоже летает. Также здесь есть жидкостное охлаждение, и вот эта штука в последнее время показывает себя отлично на многих смартфонах, так что переживать за перегрев, скорее всего, не придется. В дополнение к процессору есть 6 или 8 гигабайт оперативной памяти стандарта LPDDR4X и 128 либо 256 встроенный. Учтите, что топовая версия на 8 и 256 гигабайт будет продаваться в России только в коллаборации с Moschino. Дальше. На аккумуляторе экономить не стали. 4000 мАч в таком тонком корпусе, 8 мм всего. Не знаю, как он держит, потому что первый день держу в руках, но думаю, сутки выживет. Следующее. Главный вопрос. NFC здесь есть, поэтому мир бесконтактной оплаты открыт перед вами. Ну и Bluetooth 5 версии с поддержкой aptX HD и других не менее важных кодеков. Стоимость. В России от 37 до 45 тысяч, в зависимости от памяти. За предзаказ обещают подарить беспроводную спортивную гарнитуру и смарт-часы Honor Watch, представленные осенью прошлого года. В Китае смартфон в среднем стоит 3000 юаней, то есть 30 тысяч рублей. Это сильно дешевле, чем у нас, но стоит учитывать, что в китайской версии не поддерживаются 20 и 7 бенды, а значит 4G-связь у нас будет работать плохо. Стоит учитывать это при выборе у нас или там. Ну и плюс подарки дают, так что получается шило на мыло. Можно взять гарнитуру и часы и просто скинуть их на Авито, тем самым сэкономив. Что в итоге имеем? Новый дизайн с вырезом, NFC, IPS-экран, неплохую, но не флагманскую камеру, как хотелось бы в это верить. Ну и, конечно, топовый процессор от Huawei, как во флагманах. Huawei сами делают процессоры, поэтому могут себе позволить поставить их в средний сегмент, а это уже хорошо. Если сравнивать новинку с серией Galaxy A, то однозначно выбор в пользу Honor View 20. Да, у Samsung оболочка лучше, однозначно здесь она, не очень, но там слабенький процессор, здесь он флагманский. Соответственно, здесь телефон летает, там он может подтормаживать. Плюс в Galaxy A9 4 камеры, которые ничего не могут. Здесь хотя бы 48 мегапикселей, что-то достойное снять можно хотя бы днем. В целом телефон получился зачетный, даже не знаю, как сказать, за что его поругать, чтобы вы не подумали, что это реклама. Оболочка говно, а в остальном классный. Обзора полного не будет, потому что я, в принципе, все рассказал. Да, остались фотки. Посмотрите у нас на сайте, мы обязательно выложим. Ссылку оставлю в описании. Ну и не забывайте ставить лайки и подписываться. Видно? Вообще не видно.